Катя говорит, что у нее отошли воды, а я говорю, куда? Или 3000 долларов. Едем рожать. Болтал 10 минут на камеру, ничего не записалось. Друзья, всем привет! Прошло около 4 месяцев после последнего моего видеоролика. У нас произошли небольшие изменения. Как видите, я сразу в следующем выпуске появился с бородой. Это первое изменение. А второе, самое главное изменение. У нас теперь вот такая красивая булка. Скажи всем привет, мои подписчики. Их немного, но они есть. В этом видеоролике вы узнаете о нашем опыте, который мы прошли, как мы рожали, сколько стоили роды, как мы выбирали и какие нюансы есть в Мексике с рождением детей для иммигранта. Смотрите этот видеоролик и ставьте лайки этой булочке. Она, по-моему, заслужила однозначно. Если не я, то она точно. Все, пока-пока, булка. Скажи пока, подписчики. В следующий раз увидимся. Пока. Расскажу вам немножко о том, что мы знаем. Просто поделюсь своим опытом. Не обязательно это применять к себе. Просто расскажем, как у нас этот процесс происходил. Спустя 2 месяца мы поняли, что мы не успеваем родить в Америке, как мы планировали. Слишком оптимистичны были, видимо, наши ожидания. И мы приступили к поиску больницы, там, где будем рожать. Но, как мы выяснили, здесь процесс немножко происходит по-другому. Нежели, например, в Канкуне, допустим. Здесь местные идут сначала, обследуются у гинеколога, да, у врача. И дальше этот же гинеколог обычно и принимает роды. По крайней мере, нам так объяснили, у нас так же и происходило. Все доктора, гинекологи, ты к ним отдельно в офис к ним приходишь, то есть это не в больнице происходит. Мы находили какого-то частного доктора, частного гинеколога, акушера, и все они принимали отдельно. У них есть какие-то договора с больницами, и дальше они в этих же больницах принимают роды. Нам повезло, у нас оказалась знакомая мексиканка, кто не так давно рожала, и она посоветовала хорошего доктора. Если кому вдруг нужно, и вы это смотрите, это видео, потому что придется, или вы хотите рожать в Тихуане, скорее всего придется, то я оставлю контакты этого доктора в описании, может быть, кому-то пригодится, я не знаю. В любом случае, есть телеграм-канал по ссылке в описании, заходите, можете мне написать, подскажу всем, чем могу, потому что мы здесь были чуть ли не первые, у нас были еще друзья здесь, кто рожали с нами, привет, если вы нас смотрите, и тоже занимались поиском, но до этого было 0 информации, никто в Тихуане не рожал, все обычно какими-никакими способами переходили через США, но мы не выбираем какие-то серые схемы или нелегальный путь, поэтому мы знали, что нам здесь придется рожать. Если придется, то будем. После того, как мы нашли уже акушера-гинеколога, да, мы сделали все необходимые обследования, планово приходили к нему, и далее уже заключили с ним договор о том, что мы будем рожать, потому что уже подходил срок. Точнее, не заключили договор, это пока был устный, потому что подписание документов происходит непосредственно уже в больнице, когда ты рожаешь. То есть ты деньги наперед не отдаешь, это происходит только по факту уже родов. Как только они выполнили свои обязательства, потом ты там на ресепшене уже подписываешь необходимые документы и оплачиваешь только после родов. Итак, однажды с 14 на 15 января, да, правильно? С 14 на 15 января Катя мне говорит, что у нее отошли воды, а я спал в это время. Это было ночью. Да, это ты там уже хотела выходить на свет белый. Катя говорит, что у нее отошли воды, а я что-то мало спал, был очень тяжелый день за день до этого. И я говорю, куда? И Катя, хотя ей плохо, она посмеялась, я вообще ничего не понял, отвернулся и дальше спать. Потом, спустя 10-15 минут бреда, который у меня происходил в голове, во сне, естественно, я понимаю, что начинаются роды, поворачиваюсь и уже начинаю какой-то диалог с Катей.
Вот, ну, хорошо, что у меня супруга была очень подготовленная, там, не запаниковали, она четко отслеживала схватки, когда они учащались, чтобы не пропустить момент и вовремя поехать в больницу. Так мы просидели до 6 утра, просидели, я пытался спать, супруга ждала все этого момента, потом меня подняла, и мы поехали в больницу уже рожать. Просто для истории едем рожать. У нас Катеньки схватки. Мы едем с нашими хозяевами. А ночью начались схватки. Катя меня разбудила, говорит, у меня отошли воды. Я говорю, куда? И отвернулся спать. Я говорю, в мир иной. Я потом через минуты 3 что-то начал в себя приходить, что... Какой 3? Позже, да? Да. Вообще, я даже не понял, что она говорит, потому что я только-только уснул. Был очень тяжелый день. Я только-только уснул, и Катя говорит, мне воды отошли. Я говорю, куда? Отвернулся дальше спать. Потом что-то в каком-то бреду понимаю, что все серьезно. Просыпаюсь и начинаю уже Катю спрашивать, в чем дело. Вот едет моя маленькая. Рожать доченьку. Все, пока. Роды прошли хорошо, как и, не знаю, у кого-то может больше в этом опыта, но здесь все-таки они пытаются себя обезопасить, в том числе потому, что мы мигранты, и хотят сделать кесарево. Поэтому те, кто в любом случае, есть ли у вас проблемы или нет, они хотят себя обезопасить и сделать кесарево. Не сказать, что потому что за это доплачивают, потому что доплата там по факту не сильно большая, смотря в каких больницах, про это мы еще поговорим. Но она есть, эта доплата. То есть кесарево или нет. Так везде. Сразу скажу, что мы хотели естественные роды, но все пошло немножко не по плану. Они очень не хотели естественных родов, потому что для них это период ожидания, он может быть там целые сутки. Естественно, никто не хочет держать врачей, в том числе и коммерческая цель, но и безопасность в том числе. Поскольку мы иммигранты, для них не хотели каких-то проблем и так далее. Ну, в целом врачи, им легче кесарево сделать на самом-то деле. Но никто не говорит о том, что потом намного сложнее маме. Но мы в итоге приняли решение делать кесарево, когда уже находились там. Врач там аргументировал несколько факторов, в том числе, что было обвитие. Врач все-таки надавил, Катя была в стрессовом состоянии, и я тоже. Все-таки решили сделать кесарево, хотя ехали планово на естественные роды. Вот. Ну ладно, главное, что с малышкой все хорошо. Сделали нам кесарево. Что интересно, не знаю, во всех ли так больницах или нет, поскольку это больницы и роды, там, если это бизнес, да, это на потоке поставлены, бригады не хотят сидеть и ждать там сутки или сколько, 12 часов, сколько ты будешь рожать, поэтому не хотят сделать кесарево. А в случае естественных родов, например, может так оказаться, что, например, если у Кати были бы ночью роды, вот как, там, не в 6 утра, да, там, в 3 часа ночи, то бригады просто было бы на месте, был бы просто акушер. И там было бы не бригада, а всего 2-3 человека. И то есть то есть ты платишь деньги, да, но они не собираются сидеть и тебе ждать. Конечно, скорее всего, это зависит от клиники. Но вот мы знаем, что не только в той клинике, где мы рожали, такое было. Не факт, что такое есть в Канкуне, опять же. В общем, это вся наша палата. Я так понимаю, уже будет для рода, да? Меня одели вот в такую робу. Так лежит Катя, Белинда. Диванчик, телевизор, ванная комната, подогреватель. Собственно, все. Так, все довольно-таки простенько. Сказали одеть вот такую форму. Наверное, для безопасности. Да, но мы не ехали рожать специально там, чтобы подготавливаться, чтобы ехать в Канкун. У нас была другая цель, почему мы оказались в Тихуане, естественно.
Да, про тебя рассказываем, Бурка. По стоимости у нас получилось в районе $2000, $2100, если быть конкретней. Из них $2000 там сами роды, $100 специальный пластырь после кесарева, чтобы не заниматься... Чтобы можно было мыться. Да, чтобы можно было мыться, чтобы не заниматься очисткой ежедневной, перевязкой. Какой-то супер классный пластырь, там, технологичный, $100 стоил. Но свободно мылись, и его пластырь этот супруга не снимала вообще, то есть пока не заживет рана. Пока не нужно было снимать швы. Вот. Потом мы их сняли через 2 недели, да, кажется? Через 10 дней, да, мы сняли этот пластырь, и все, но зато не мучились с перевязкой. Стоимость родов, там, кесарева нет, 1600 было естественные роды, $2000 было кесарево. То есть надбавка не такая большая. Но у друзей получилось по-другому. У них там что-то было в районе 2500 или $3000 естественные роды. А за кесарево добавили аж $2000. У них получилось там в районе 5. Ну, разные клиники, разные надбавки. Причем сказали им уже по факту, к сожалению. Когда это уже произошло, выставили просто счет. Вот, поэтому стоимость сильно разная. Да, теперь приходится вот так вот. Чем ближе к океану, тем дороже клиники. Да, чем ближе к океану, тем дороже клиники, потому что, ну, там престижнее, приезжают американцы сюда лечиться. Ой, не только американцы, тут даже приезжали с Канады, с Европы едут сюда лечиться, потому что здесь намного дешевле. Даже чем они будут это делать у себя по страховке, и страховка много спишет, и им придется доплачивать небольшую часть, все равно здесь дешевле с учетом всего пути, жилья и так далее. Что касается стоматологии, ну, по большей части стоматологии, скорее всего, и каких-то операций. Все приезжают сюда лечиться, потому что близость к границе, хорошая медицина, да, те, кто переживают за качество медицины, достаточно хорошая медицина, но в частных клиниках, естественно, не в государственных госпиталях. Идем дальше. По ценам. Около $2000 стоят роды. Средняя цена это вот $1500-2000. Абсолютно медиум. Начинается от 1000, но это уже в таких себе клиниках и даже в государственной клинике, если ты иммигрант, ты будешь платить деньги. За роды, естественно, бесплатных родов нет. Может быть, они есть, если там ходить в миграционные центры какие-то и просить помощи. Может быть. Я, честно, этого не знаю. К счастью, нам позволяла возможность здесь не ходить в эти мигрантские центры. Я не знаю, слышите или нет. Но дочь раздала у нас. Это обычное состояние. Скажи, я же дитё. Вот. И да, поэтому вот роды столько стоят. Бесплатно, может быть, возможно, не знаю, но не предусмотрено, по крайней мере. Знаю, что для мигрантов много здесь помощи есть, можно получать там бесплатное детское питание, какую-то одежду даже для детей, витамины в том числе можно получить бесплатно, если хотите. Есть центры для мигрантов, и вы туда можете прийти, рассказать о той ситуации, и они вам помогут, чем смогут. Дальше. Время нахождения в больнице, чем нам непривычно было, это они выпускают через 12 часов. То есть как Катя Кесарева сделали... То есть после Кесарева не то что ходить, там еще двигаться, лежать больно, все больно. Но через 12 часов они уже выпускают. Тут такие правила. Это вот такое сильное отличие. Через 12. При естественных родах через 12 часов, при Кесарево через сутки, простите. Но сутки-то все равно супер мало. Да, мы там еле-еле выбирались, сложно было подняться, встать. Периодически будете слышать это.
Что еще? Платное посещение. У нее новый навык, она теперь умеет пищать и очень сильно это делает. На данный момент нашей пищалке уже 3 месяца. Платное посещение врачей, даже для местных, то есть даже местные ходят и в поликлиники и получают платную медицину. В том плане, что записаться к доктору можно, конечно, бесплатно, но это очереди месячные, там, в том числе к обычным докторам. То есть месяцами будешь ожидать очереди. Поэтому люди предпочитают платить по большей части. Плохо ли это, хорошо, решайте сами, просто для информации. Из плюсов это хорошая медицина, то есть из минусов это время нахождения в больнице, платное посещение врачей, платные роды, непонятно с языком, да, нам приходилось постоянно через переводчик, все уточняли 25 раз, но плюсов больше, гораздо больше. Из плюсов это хорошая медицина, да, потому что я уже упомянул, что граждане США, Европы, Канады сюда ездят лечиться, потому что здесь, конкретно в Тихуане, из-за близости США, медицина хорошая. Потом из плюсов еще это хорошее отношение врачей ко всем. Мы вот наслушались всякого, как рожают в России. И, если, наверное, не знаю, платно, не платно, но я никого не слышал, что к нам идеально относились. Я такого еще отзыва и не слышал. Здесь не было ни единого повышения голоса. Все относились к тебе как действительно к клиенту, как к маме в первую очередь. Очень уважительно там проверяли каждый час или два, приходили, проверяли маму, делали все необходимые процедуры. В общем, ухаживали очень хорошо. Прям вообще супер. Я находился непосредственно в народах, когда делали непосредственно кесарево в палате. Точнее, уже там меня позвали спустя несколько минут после того, как порезали. Я зашел, и при мне уже достали Алису. Поэтому я присутствовал на родах, видел, слышал. Непонятно было, естественно, о чем они разговаривали, но это просто тишина. Это, не знаю, педантичность, аккуратность. Они разговаривали между собой, там немножко шутили, смеялись. Очень все вежливо, ни единого крика. Все прошло супер хорошо в этом плане. Вот. Доктора меня звали, поздравляли доктора, то есть там ходили, пожимали руки, говорили: классно, вы молодцы. Хотя они там на день могли делать таких несколько операций. То есть ощущение у меня было, как будто я у них вообще первый там, за месяц. Настолько доброжелательные отношения. Вот, поэтому нам все понравилось. Мы не жалели, что мы здесь рожали. От слова совсем. Понятно, что у Алисы теперь будет мексиканское гражданство. И с этим теперь как-то придется существовать. В том плане, что у нас пока российский паспорт. Лиса, дочка наша, мексиканка. И это уже интересно. Это интересно. Вот. Но страна хорошая, люди добрые. Не знаю, для меня был культурный шок, когда мы сюда приехали. Я ожидал чего-то намного хуже. Вроде обо всем рассказал. Да, давайте подведем итог, что люди здесь хорошие, роды нам понравились, хотя нужно сказать, что моя супруга достаточно привередливая. И нам все понравилось. Роды стоили денег. Средняя цена это около $2000. Отношение хорошее. Наблюдение врачей тоже очень хорошее. Дальше, конечно, какого-то педиатра именно для Лисы нам пришлось потратить время, чтобы найти хорошего педиатра. Почему? Потому что ты платишь много денег, там прием порядка $70, один прием, и там буквально такой визуальный осмотр. Все очень хорошо, тактично, классно, но недостаточно делали, как нам кажется. И мы нашли другого доктора, очень хороший, все проверял, вообще прям
общем, все круто. Поэтому в этом плане пришлось немножко потратить денег и опыта для того, чтобы найти хорошего доктора. Спасибо, что посмотрели это видео. Я думаю, что на этом все. Ничего я, наверное, сверхъестественного и подробного не рассказал, да, там больница, обзоры и так далее. Я просто поделился нашим опытом и нашими наблюдениями. Если кому-то интересно, вопросы какие-то, оставляйте свои комментарии. Можете зайти в телеграм-канал или написать мне в телеграм, я вам с удовольствием отвечу, подскажу, чем смогу. В том числе есть интересные нюансы по поводу получения паспорта, получения гражданства. Мы здесь немножко с этим поморочились. Остались вопросы какие-то по поводу родов, у вас подобная ситуация, можете написать свои комментарии, я вам отвечу, или вы можете зайти в мой телеграм-канал и написать мне. Я вам помогу, чем смогу. И да, забыл еще рассказать про получение лиц и свидетельства о рождении. Тоже были небольшие трудности. Ну, как небольшие трудности? Большие трудности. У нас не было апостилей на документах, поэтому обязательно делайте апостили. Это то, что необходимо. Очень много мигрантов с этим столкнулось, которые уехали из тех мест, где они родились, потому что апостили – это супер важная штука, оказывается. Очень сложно ее сделать, а в некоторых моментах невозможно. Так вот, нам пришлось немножко поморочиться для того, чтобы получить лист свидетельства о рождении, потому что без апостилей это невозможно. Опять же, почему я говорю, что это хорошее, очень положительное у нас мнение об этой стране, об этих людях, потому что, несмотря на то, что у нас не было апостилей, нам было его невозможно получить, если что. Они пошли на уступки, ЗАГС, миграционный отдел, и они нам в порядке исключения выдали свидетельство о рождении без апостиля, хотя это запрещено Конституцией, чтобы вы понимали. Но спасибо этим добрым людям, потому что это был большой стресс, иначе бы мы оказались с нелегальным ребенком в Мексике. Это было бы интересно, конечно. Но хорошо, что у нас все получилось. Надеюсь, эта информация была полезна. Я, может быть, не какой-то там конкретикой говорил, каких-то обзоров, там не снимал больницу особо много, но рассказал то, какой путь мы прошли. Да, мы не эксперты в родах, поэтому я просто поделился. В следующем видео я расскажу, трудно ли это столько ждать, какие наши эмоции. В общем, интересный видеоролик, наверное, будет достаточно эмоциональный, потому что все-таки для нас это непростой путь, столько времени прождать в ожидании перехода границы. Поэтому те, кто впервые на канале, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. В следующем выпуске вы узнаете, какие трудности у нас были, что мы испытывали в течение этих 6 месяцев. Пока-пока.